Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за крокодильчика Дону, пока у нас разрабы там особо по акциям еще ничего не завезли, есть время немножко поподнимать рейтинг. Поиграем сегодня в радужном скине, вот таком вот модном, кстати, после него есть анимация красивая. Также, ребятки, там у нас завезли разработчики небольшую акцию, да, вчера еще завезли, эта акция относится к сундучкам. В общем, открывайте сундучки, прекрасные, там изумрудные, легендарные выше, черный ящик, да, и получайте вот шансом, высоким, кстати, шансом бицуху. Причем эту акцию запустили еще вчера, и можно было, как я вот тот набор показывал, который там в 13 раз дешевле стоит, чем один сундук. Так вот, там тоже была бицуха, по идее, можно было залутать еще на одну бицуху больше. Такие вот дела. Ну, а мой отправился боец, сборочка у меня идеальная для командных боев, на мой взгляд. Опять же, кто-то играет через подвижность больше, но на низком рейтинге лучше на себя брать больше выживаемости, больше дамага, чтобы вывозить нубасиков в команде. Ну и разваливать было полегче. Так, кусякаем немножко. Ой, дали автоатака, кстати. Автоатака. Не имбовая, да? Не имбовая. Так, ну, там еще ботик, кстати, бежит. Надо бы его залутать. Вот он тут, красавец наш. Его тоже лутаем. С него падает неплохая гранатка. Опять же, на Доне нужно постоянно играть через воду. Это дает слишком большие преимущества, чтобы этого не делать. Так, залетаем. Попробую отжать у 7-го Никса. Получилось, да. Там еще 12-я змея была. Вот либо мне, либо змея было бы хорошо. Ну, там еще Дона хотел у нас отжать. Никс бесполезный. Ну, вы видите, хочется им просто. Им просто хочется, поэтому они это делают. Так, ну я в воду залезу, мне нужно играть через воду, чтобы получать бонусы к урону. Кстати, видали, как Никс каким-то чудом здесь таки увернулся в прошлый раз. Но в этот раз он уже не вернется. Так, закидываем сразу урончик. Ловим орла. Моя команда меня поддержит, как вы заметили, да, очень сильно поддержит. Заметили, как они поддерживают, да, меня? Прям лучшая поддержка 10 из 10. Это настолько смешно, вот, знаете, тут склад стоит, против него нужно драться, они просто это игнорят. Я, по сути, один дрался. Вот как можно впритык стоять к противникам, видеть, как твой союзник с ними дерется, и просто игнорить. Это надо быть, не знаю кем. Так, ну сначала Никса немного продамажил. Хамелеона не сами тут должны были убивать, что, в принципе, они и сделали. Словил акула, красиво забахали. Никса сейчас тоже добьем. Блин, увернулся шустрый Никс. Так, залутаем. Словим эту прекрасную нашу подругу. И... Ну, блин, вот, видите, вот хочется ему аптечки, ему все остальное не важно, понимаете? Лишь бы аптечку залутать, лишь бы аптечку залутать. Вот в этом бобре, хотел сказать. Не то сказал, ну ладно. В общем, в этом персонаже, как его там, на Эдне, да? Это наш Ехидна. В этой Ехидне сидел по-любому дух Никса. Игрок, который играет за Никса, в ней по-любому сидел, потому что, ну, лутать аптечку даже в той ситуации, когда это не нужно делать, это только Никсы умеют. Они такие, да. Очень полезный Никс в моей команде с легендарным дробовиком, да? Заметили? Угу. Ну ладно, он хотя бы не умирает, хотя бы что-то делает, кнопочки нажимает, уже хорошо. Ну вот такой, кстати, лепреконский, не знаю. Ну видите, тут и золотишко падает, и эти, как их... Блин, забыл, как называется. Ну, в общем, листочки падают, клевер или чего-то типа такого. Ну и след радужный тоже, его видно. В общем, смотрится прикольно, лепреконский такой скинчик. Опять же, на лискуп достать его, но... День Святого Патрика вроде бы уже прошел, и он не скоро будет, поэтому... Вряд ли разработчики заанонсят. Хотя, опять же, рождественские скины посреди лета. Как бы, привет. Привет, да? Разрабы, как всегда. У меня ни одного, кстати, нет рождественского скина. Так получилось. Ну, что поделать. Они, в принципе, прикольные, особенно на некоторых персонажей, на которых больше других скинов-то нету. Ладно, бака словили. Заметьте, я за весь бой ни разу почти с лука прицельно не выстрелил. Ну, вот сейчас выстрелил. Ладно. Ну, практически, да. Почему? Потому что... До свидания, Никс. Ну, в замесах оно не важно. Вот реально, там замесы, они очень быстрые. Нужно кнопочки все прожимать. Плюс нужно маневрировать, реагировать на ситуацию. И целиться с лука впритык — это не очень хорошее занятие. Иногда бывает. Ну, вот, кстати, зона забила, но, может быть, мне засчитают. Я вот не помню, сколько у меня киллов было, ну, неважно.
Вот такая вот Дона, ребятки. Феромоны 7 уровня, да. Имба, которая позволяет вам тащить многие бои. Очень многие. В принципе, вы видели, я тут просто на изи. По КД нажимаете активный навык, с ними работают сразу феромоны, они как раз по КДшке совпадают и... Имба. Чё? Да, такой предмет я точно не поменяю ни на что другое. Хотя бицепс, опять же, можно поставить. Сделать чисто 2 уникальных предмета. А можно еще бинт поставить, и будет 3 уникальных. Ну, короче, у нас слишком много предметов в игре, чтобы снарядить персонажей как хочется. Ну, может, в будущем. Когда-нибудь. Мы это сделаем, и у нас там будет 6 слотов, или 7, или 8. Вдруг. Да? А чё? Надо же к чему-то стремиться в зубе. Разработчики все равно будут как-то развивать игру в плане увеличения развития. Поэтому, ну, я имею в виду, так сказать, прокачку увеличивать все равно. Потому что, чтобы игра развивалась, им нужна постоянная прокачка. А разрабы, как видите, очень сейчас жестко наседают на всякие акции, на всякие приколы. Там новые штуки завозят очень много. Ну, в большом количестве, сами все видите. Скины, новые ивенты, новые режимы, вот все это появляется. Возможно, даже новая карта будет когда-нибудь через 100 лет. Но, да, в ближайшие 100 лет она будет. Новая карта, это точно. В Джейд красиво попадаем. Я здесь выйду такой, типа бык. Типа бык. Ну, тут бочколюбы, с ними сложно будет, потому что на них феромоны вроде не проходят в бочку, или проходят, и я не помню. В общем, сейчас мы это узнаем, кстати. Ну ладно, я тут залетел без феромонов. Красиво шотаем парочку ребят. Так, забегаем, шотаем. Джейд сейчас застанем еще раз феромонами. И добили, отлично. Ну, вот не хватает Доне немного КДшки. Ей бы ярость этого бака вообще было бы красиво. Вторую пассивку бы закинуть. И шикарно было бы. Но, к сожалению, ярости... Блин. Мы с этим... Блин, как же душит-то, а? Ладно, давайте похилимся, у нас куча аптечек есть. Надо бака идти спасать. А тут этот бедняга у нас сейчас тут опрокинется. Жираф вообще на меня не обращает внимания, офигеть. 400 уровень прокачала, Дону в воде не видит. Понимаю. Ну, а зачем ее видеть, она же Донна. Кому она нужна, да? Именно, ребятки, никому. До свидания. Ты чё такой душный? Ну, живучий, точнее. Живучий попался на противник. Там, кстати, кто-то был сверху. Я только что видел. Или он сбежал. Наверное, Никс был очередной. Ладно. Погнали. У нас осталась парочка противников. Их дожать осталось. У нас, в принципе, 15 лев, 15 я. Изи разваливаем. 14 жираф против нас даже был. Но он был не противник. Потому что... ну, вы поняли, да? Нормально, чё? А чё, да? Нормально. Нормально. Баги у нас есть в игре? Да не, нету. Ни одного. Вообще ни одного бага нету в игре. Вообще. Кстати, давайте повторим. А чё нет? Давайте повторим. Нет, не сработал. Почему он тогда сработал? Может, нужно вниз бежать конкретно? Или можно... Короче. Ну, вы понимаете, это зуба. Ну, было бы приятно, если бы на Дона могла такое делать. А то на нее так становишься и целишься. Ничего тогда. Дважды баг смогли реализовать. Ну, надо пользоваться, ребятки. Может, это фича? Ну, конечно, я понимаю, что это нельзя, как бы, ну... Пока ты идешь, это как раз дает офигенный обзор. Почему бы нет? Ну, я ж ничего такого прям сверхъестественного не делаю. Я просто иду вперед, нажимаю на лук, продолжаю идти, и оно само так срабатывает. Я не виноват, правильно? Правильно. Все. Значит, это фича. Может быть, Дони такой когда-нибудь сделают. Ладно, мы отправляемся еще бой. Как говорится, 2 топ-1 хорошо, а 3 лучше. Ну, бои какие-то такие, да, не очень заместные были. Ну, сейчас, возможно, мы проиграем. Потому что до 2 сквада. Правда, там сквад, скорее всего, будет в музее, мы будем за музеем. Но у нас тоже ботик есть, мы, наверное, его сразу бьем. Потом пойдем за легендарным. Отлично. Тактика. Кенгурушник лутает. И погнали. Ну, хорошо, что команда видела легендарного бота. Они понимают, что нужно делать. А вот и... Хотел сказать, что это он, но это не он. Это был не он. А где же он? Где же наш легендарный бот? Куда он сбежал? Они его нашли, нет? Нет, не нашли. А он вниз убежал, 100 пудов. Тактика, я думаю. А вот и он. Вот наш красавчик. Гранатку. Ну, я успею отжать. Тут никто меня не отберет. Хотя можно было фламингосик поставить. Но я думаю, я смогу реализовать.
Если мы будем возле воды тусоваться, а зона не возле воды. Ну, логично, да. Ну ладно, попробуем все равно реализовать, чтобы было эффективненько. А вот и жирафчик, кстати. Ой-ой-ой, что так душно? А чё мы такие душные? Я не понял. Ну, урончик я пока что могу реализовать. Добиваем тут даблкил. Видали, в Луи автоатакой попал? Просто разворачивай себе, тыквый лук и Луи в воде идет. Ну, вот она, сила автоатаки. Лютейшая имба. Ты чё, Никс? Быкуешь? Похилимся, лук залутаем. Лук нам пригодится. Дали баг, похилил Генри, жесткий баг. Так, ну чё, не хотят у нас противники идти, нам нужно будет самим идти. Значит, Никсик попадает в мою ловушку красивейшую. Ого, а акула, ты тут откуда? А он в бочке сидел под домом, представляете? Жесть, вот это тактика. Запоминайте, если что, ребятки, будет полезная штука, потому что иногда это нужно делать, то есть, ну, сидеть под домом в бочке, это иногда помогает. Так, кенгуру пытался запрыгнуть через окно, но что-то не получилось, не фартануло. Словил я Никса, отлично, пробахиваем. Поставим капканчик, вдруг они за мной сейчас пойдут. Типа такие, на уверенность. Уверенная уверенность. Никс всю свою броню потерял, второй Никс умер. Уверенная уверенность закончила, я думаю. Ладно. Никс там быкует, сейчас еще потеряет свое хп. Так, зебру, ага, зебру откинули. Так, Бак, давай, лутай. Давай, лутай быстрее. И мы побежали. Я попробую сейчас от воды отыграть, хотя там Генри снизу. Надо бы ему помочь. Стоп, это что, я опять в автоатаку попал? Да не может быть. Да не может. Блин. Это автоатака и имба. Нет, это все-таки... Нет, это... Не, я в Паулу попал, да, это все-таки был Никс. Скорее всего. Так, ладно, залутаем сейчас инвизик. Все? А что с боями? Что-то как-то слишком изи. Ну, это начало недели, ребятки, да. Лучше сейчас апать рейтинг, потом будет сложнее, когда будет куча неадекватов попадаться в команду. Пока что, вы видите, плюс-минус адекватные игроки. Да что плюс-минус? 3 победы подряд. Слишком адекватные игроки попадаются. Слишком приятно. И ты просто за счет персонажа, за счет феромонов вытаскиваешь им бои, и как бы, ну, получается все красиво. Потому что они делают тоже, чтобы затащить. Все хорошо и... Ну, вы видите. Конечно, бывают 7-й никсы, но даже эти 7-й никсы не старались, чтобы побеждать. И в итоге получились победки. На этом все, ребятки. Вот такая вот у нас сегодня радужная Дона, которая всех развалила. В общем, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Ждем, как говорится, новостей от разрабов. Ну, они не заставят себя ждать, да. Уже сегодня-завтра что-нибудь опять запустят. Возможно, наконец-то уже лабиринт будет. Очень хочется его потестить, но посмотрим. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока.